Этот байк без низов, с вибрациями, не самый стабильный на магистрали, в Монголию на нем не стоит ехать, квикшифтер так себе, стекло так себе, и все это не мешает мне считать его лучшим кроссовером. На мой взгляд, хороший кроссовер должен быть веселым даже на узких серпантинах, при этом уметь комфортно ехать по разбитым дорогам. Также важны мощность, комфорт и джентльменский набор электроники, хотя бы круиз-контроль, а лучше электронную подвеску. Ключевое отличие от других точек зрения в том, что, на мой взгляд, кроссовер должен быть легким. Мне нравится чувствовать легкость управления и в городе, и на серпантинах. Это не только потому, что на легком мотоцикле можно бесстрашно по тропинкам лазить, даже на асфальте больше ощущения мотоцикла, поэтому я для себя закрыл 1200 класс. Они все ощущаются бегемотами, что для меня хуже прибавки в мощности свыше порога в 100 сил. Если все факторы сложить вместе, очевидно, что лично для меня лучшие кроссоверы 900-ки. Я много путешествую на разных тур-эндуро, и это обзор на Ducati Multistrada V2 2025 года. Чтобы четко вспомнить ощущения, я в одно время покатался не только на мультистраде, но и на Tiger 900 GT Pro, Tiger Sport 800 и чуть ранее на трейсере. Я не могу новую мультистраду всем порекомендовать, позже объясню почему, но для меня это однозначно лучший кроссовер. Глобально мне в старой версии не нравились три вещи: настройка двигателя, подвески, ну и вес. Первое, что замечаешь на новой мультистраде, по ощущениям не весит ничего. Я не представляю, как можно умудриться такое не удержать. Снаряженный вес 212 килограммов, а версия S, как у меня, на 3 килограмма тяжелее. Это самый легкий кроссовер от 800 кубов, ну или от 100 сил, как угодно, но даже зная это, все равно по ощущениям кажется пушинкой. Старая на 18 килограммов тяжелее, это другая категория. Собственно, проблема старой в том, что весила и ощущалась она ровно так же, как какая-нибудь мультистрада 1260. Не было смысла, если хватало денег на 1200 класс. А так как мультистрады традиционно дорогие, разница в цене с недорогими 1200-ми не была существенной. В чем фишка Ducati? У них нет жестких ограничений по бюджету моделей, они и так всегда самые дорогие, поэтому могут себе позволить воплотить то, о чем инженеры других производителей могут только мечтать. Это единственный среднекубатурный кроссовер с рамой монокок. Очень легкий тип рамы при заданной жесткости, но и очень дорогой. И капитальные затраты на станки роботов больше, причем под каждую модель требуются отдельные затраты. И сам материал дороже, и больше операций на каждую раму, и нужна большая точность и лучше контроль качества. У производителей с небольшими партиями такие затраты не окупятся никогда, а массовые производители ради сброса 3-5 килограммов не готовы поднимать стоимость байка. У Ducati с одной стороны уже достаточно крупные продажи, плюс можно использовать производственные мощности и закупочные цены Volkswagen, а с другой Ducati практически не ограничена в цене, поэтому может делать такие вещи. Что касается нагрузки, достаточно сказать, что Ducati допускает полезную нагрузку свыше 240 килограммов. Это минимум на 20 килограммов больше, чем у любого конкурента. Мне, честно говоря, просто лень все кроссоверы перепроверять. Наверняка это самая высокая разрешенная нагрузка на кроссоверах вообще. Естественно, не менее продвинутые облегченные маятник и двигатель. Самое интересное, что это редкий среднекубатурный кроссовер, где есть система динамического изменения фаз. На флагманских байках от литра этим никого не удивить, но среднекубатурные двигатели у всех простоваты. Для общего понимания, у КТМ до сих пор ни на одном Adventure нет смены фаз, обещали завести только на 1390 Super Adventure, который непонятно когда появится, даже с сайта пропал. Multistrada 1200 как раз считается самым первым настоящим кроссовером с динамическими фазами. А вот в классе среднекубатурных кроссоверов Ducati опоздала. В прошлом году Moto Guzzi V85 TT уже обзавелся сменой фаз. Еще можно вспомнить Crossrunner от Honda, где отключалась половина клапанов на низких оборотах, но Crossrunner с трудом можно назвать кроссовером. Обычно схему работы ДВС показывают вот так. Здесь выпускной клапан закрывается до того, как поршень дойдет до верхней мертвой точки, и только при движении поршня вниз открывается впускной клапан и закрывается до того, как поршень пойдет вверх на такте сжатия.
Наглядно показано четкое разделение каждого такта, но это не совсем так и работает. Впускной клапан открывается раньше, когда поршень еще идет вверх, то есть некоторое время одновременно открыты и впускные, и выпускные клапаны. Собственно, у старой мультистрады двигатель назывался тестостретто 11 градусов, где 11 это сколько градусов от оборота коленвала одновременно приоткрыты впускные и выпускные клапаны. Отработанные газы тянет в выпускной канал, уже в этот момент по инерции засасывает свежую топливную смесь в цилиндр, и можно начать наполнение цилиндра раньше, даже если небольшая часть свежей смеси уходит в выпуск. И чем более спортивные распредвалы, тем дольше открыты впускные клапаны, в том числе при движении поршня вверх на такте сжатия, чтобы по инерции дотолкать максимум смеси в цилиндр. Схема отлично работает на высоких оборотах, позволяет увеличить пиковую мощность, но на низких оборотах сбоит. Когда впускные клапаны открываются с большим опережением на такте выпуска при низких оборотах, еще не хватает инерции потока, и часть оставшихся отработанных газов в цилиндре попадает в впускной канал. Затем цилиндр начинает всасывать смесь из впуска, но она поступает вместе с отработанными газами, которые занимают какой-то полезный объем. Вдобавок, когда поршень начинает движение вверх на такте сжатия, впускные клапаны со спортивным распредвалом еще открыты ощутимую часть такта. И на низких оборотах в цилиндре хватает времени, чтобы часть смеси успевала проникнуть обратно во впускной канал перед закрытием клапанов. У старой мультистрады или Дезертекс открытие клапанов не назвать ранним, но вот закрывались клапаны с сильной задержкой, поэтому на низких оборотах наполнение цилиндра ощутимо ухудшалось. Часть воздушной смеси из цилиндра утекала, так еще и оставшаяся внутри смесь частично с отработанными газами, что дает меньшую энергию при воспламенении. Это основная причина, почему на спортивной настройке моторы на низких оборотах чихают и трясутся. А сейчас все усугубилось, потому что все свежие мотоциклы работают на объединенной смеси. В новом двигателе на низких оборотах клапаны открываются позже, то есть практически отсутствует перекрытие клапанов, отработанные газы не тянет во впуск. Также на низких оборотах клапаны закрываются раньше, не засасывая смесь во впуск на такте сжатия. Мотор стабильнее работает на низких оборотах и более экономичен. С другой стороны, на высоких оборотах и перекрытия больше, чем на старом, и впускные клапаны закрываются позже, еще эффективнее наполняет цилиндр, что позволяет удлинить эффективные обороты у двигателя. То есть двигатель не стал более низовым, он и снизу лучше, и сверху. Вторая сопутствующая проблема: на спортивных двигателях сами движущиеся части в моторе облегченные, плюс маховик ставят легкий. Так мотор мгновенно реагирует на изменение положения ручки газа, резкий, дерзкий, но и получаем мгновенную реакцию от всех чиханий. В новом моторе маховик на 20% тяжелее старого. Думаю, понятно, что чем больше масса маховика, тем сложнее ее затормозить или ускорить, поэтому реакция двигателя сглаживается. Можно такую аналогию привести. Если крутящиеся колеса от автомобиля и велосипеда пытаться остановить или ускорить одним и тем же усилием, автомобильное колесо будет реагировать на воздействие меньше. Чем тяжелее маховик, тем плавнее работает двигатель, смягчая все подергивания, но менее резко способен откликаться на изменение ручки газа. Мы тут сидим, а в Формуле X лето. За территорией торгового центра опять проводятся и регулярные тест-драйвы мотоциклов разных брендов, и бесплатные джимханы и мотокино. Как ни крути, а Формула X – мекка для мотоциклистов. Вам, может быть, надоела реклама, но больше рекламы – больше клиентов. Больше клиентов – больше мотомагазинов хотят поселиться в Формуле. Больше мотомагазинов в Формуле – больше выбор, жестче конкуренция и ниже цены. Все счастливы. Уж за мотоэкипировкой и аксессуарами однозначно надо ехать в Формулу, там сложно чего-то не найти. А еще команда Формулы активно снимает и выкладывает на YouTube авторские обзоры о мотоциклах, экипировке, гонках. Смотрите и подписывайтесь. Все нужные ссылки оставил в описании. Увидимся в Формуле. Как мотор новой мультистрады чувствуется в реальной жизни? Очевидно, сильно лучше, чем было. Он точно не трясется и прогнозируемый на низких скоростях, но нужно понимать, что это оборотистый двигатель, мясо внизу взять неоткуда из-за особенностей геометрии. Для понимания, двигатель мультистрады V2 стал ультракороткоходным по меркам двухцилиндровых. У него ход поршня даже меньше, чем у трехцилиндровых трейсера и Tiger 900 того же объема. Это очень похоже на соотношение диаметра к ходу поршня у байков MotoGP, а если взять регламент MotoGP 27 года, соотношение 1 в 1 с мультистрадой. Как следствие короткоходности, гигантский диаметр поршней и ожидаемая вибрация.
Мультистрада вибрирует больше, чем любая трешка с равномерными вспышками типа Tiger Sport 800, Tracer 9 и так далее. Но и не так страшно, как могло быть. Мультистрада однозначно вибрирует меньше, чем даже обновленный Tiger 900 с демпфером, хотя и там вибрации терпимые. У кого крайняя непереносимость вибраций, не стоит. Лично для меня средняя вибрация Ducati нисколько не смущает. Я так могу неделями путешествовать и не жаловаться. Хотя новая мультистрада в городе явно плавнее, чем прошлая, но это не низовой мотоцикл, не стройте иллюзий. Плюс на мультистраде довольно тяжелый рычаг сцепления под 2 пальца. Вне города это не проблема, пользуешься квикшифтером, который погрубее, чем на тиграх, но четкий, а вот в городе сцепление выжимаешь часто, у большинства конкурентов оно полегче. Как чисто городской мотоцикл, мультистрада странноватый выбор, честно говоря, да и по рулю он шире конкурентов сантиметров на 10. В остальных сценариях двигатель великолепный даже на закрытых шпильках, ровный и прогнозируемый, старый был не таким. Кстати, сопутствующий плюс динамических фаз – сниженный расход топлива из-за более оптимальной работы двигателя. Заявленный расход новой мультистрады на пол-литра меньше старой, но если в обычном легальном ритме ехать, расход получается меньше заявленного и запас хода в диапазоне конкурентов. Заждались, небось, когда я скажу, что теперь пружинки, прощай дисмодром. И вместо ремней теперь цепь. Все это безусловно увеличивает надежность системы и удешевляет обслуживание. Сейчас все как у всех примерно и с теми же интервалами. Линейка V4 вообще показала, что после прихода Audi, которая взяла на себя стратегический менеджмент, современный Ducati вполне надежный мотоцикл, и я в этом смысле не переживаю за линейку V2. Audi курирует передачу ключевых технологий между внутренними премиум брендами и заявляла, что Ducati пользуется всеми расчетными центрами изучения материалов, безопасности, аэродинамики и так далее. Ducati получает те же сплавы и датчики по групповым ценам Volkswagen через единую службу закупок, и Audi координирует инженерные работы Ducati. Это совсем другой уровень разработки, и Ducati уже совсем другая компания. Динамики у мотора мультистрады мне в самый раз, ощущение мощности с запасом. Даже не помню, выкручивал ли я хоть раз полностью ручку на мультистраде, везде хватало. Самое большое удовольствие, конечно, на серпантинах от сочетания мощности и легкости, особенно на перекладках. Переваливается из стороны в сторону всегда легче, чем ожидаешь. Как ни настраивай больших бегемотов, все равно вес добавляет ватности и хуже меняет траекторию. Плюс у мультистрады шикарно настроенная геометрия, прям как я люблю, даже чуть острее, чем была. Это, кстати, еще одна причина, почему мне редко нравятся 1200-е туристические мотоциклы. Там мощность выше, инженеры настраивают геометрию под большую стабильность для мифического пользователя-идиота, и весь шарм теряется. В V2 чувствуется правильная острота и юркость, примерно на уровне 900-го Тигра и уже очень близко к Трейсеру. Самое крутое – это, конечно, рулежка в сочетании с такой подвеской. Однозначно лучшая подвеска в классе, хотя и сравнивать не с чем. Из кроссоверов электронная подвеска есть еще на Tiger 900 GT и BMW 900 XR. Но и там электронный только амортизатор, вилка ручная. Учитывая, что у мультистрады электронная подвеска научилась компенсировать колевок при торможении и приседании при разгоне, это все же разные уровни при всей моей любви к подвеске Тигра. Если раньше подвеска, на мой взгляд, была мягковата, то сейчас в жестком режиме подвеска действительно адекватно жесткая, а дальше комфортный мягкий режим. Как и в случае с мультистрадой V4, теперь подвеска от Marzocchi. Собственно, на Tiger 900 GT тоже Marzocchi, и параметры очень близки. И там правильный диапазон настройки, но учитывая, что большинство людей не любит крутить винты, мультистрада примерно для всех будет ощущаться лучше по подвеске с самым большим диапазоном настройки в классе. Тем более у Ducati есть автоматический режим подстройки преднатяга, можно один раз поставить и забыть. Электроника сама все сделает. Более того, чем мне нравится мультистрада, в отличие от прямых конкурентов, можно добавить в опции спецованные колеса и наваливать хоть 120 по грейдерам, не особо переживая за диски, учитывая вес мотоцикла. Получится супер универсальный байк. Немногие понимают, что мультистрада будет мягче ехать по разбитым дорогам, чем большинство хардкорных турендуро, у которых подвеска настроена по-другому. Если хотите, не вставая на подножки, нестись по ямам и кочкам, не замечая неровностей, вам как раз нужен мотоцикл со скайхуком типа мультистрады или Африки. Понятно, что покупать мультистраду под эндуро тренировки глупо, но не вижу никаких проблем с удовольствием ездить по грунтовым туристическим маршрутам типа TED.
Опять же, из-за того, что новая мультистрада легкая, я не думаю, что она при падениях будет пытаться себя сломать. Фирменные дуги, кстати, грамотные, с двумя перемычками сверху и снизу. И защита рук человеческая, а не как в прошлых версиях с поворотниками в гардах, что было явно плохой идеей. И падения получались дорогими, и защиту так просто не снимешь для междурядья. Еще что удивило, здесь сразу лапки переключения передачи тормоза сворачиваемые, и само собой можно снять резинки с подножек, плюс в опции есть широкие внедорожные подножки. Вы с трудом найдете сворачиваемую лапку тормоза даже на хардкорных турендуро, тут у нас вроде как спортивный кроссовер, а все сделано по уму. Если хотите сэкономить, можете купить самую базовую версию без полуактивной подвески. Там будет все нужное сразу: круиз-контроль, квикшифтер, защита рук, угловые ABS и трекшн-контроль, тот же самый дисплей и полностью настраиваемая подвеска. Если S в бюджет не входит, берите смело. Еще в версии с полуактивной подвеской есть режим автозанижения, но он опускает седло всего на 8 мм, смысла мало. Да и байк в стоке примерно как все одноклассники по высоте седла, разница примерно 1 см в ту или другую сторону. Еще есть правильный весьма недорогой комплект занижения с другими электронным амортизатором, пружинами вилки и короткой подножкой. Байк присядет на 2 см и плюсом есть заниженные сиденья. Учитывая, что у новой мультистрады самый большой дорожный просвет в классе, универсальности хватит с головой даже в заниженном варианте. Эргономика чуть-чуть изменилась. Из-за новых узких рамы и мотора смогли сделать уже талию байка и слегка подправили точки. Подножки остались на прежнем уровне, а руль отодвинули чуть выше и дальше. Уже слышал мнение, что это не всем понравилось. Мне с высоким ростом все нравится, хотя для среднего роста, думаю, нужно слегка тянуться за рулем, но это решается проставками за 3 копейки. Либо если руль провернуть, будет примерно то же самое положение, как стандартное на старом. Мне комфортно и ничего не затекает. Плюс отдалили приборку и стекло, а также само стекло стоит вертикальнее. Стокового стекла для высокого роста не хватает, но с таким углом атаки вообще никаких проблем поставить более высокое. Торец не будет лезть в нос. Тем более новое стекло пошире, а когда вживую сравниваешь со стеклами Tiger 800 или 900, кажется, что оно раза в 2 шире. Докопаться с точки зрения комфорта к мотоциклу очень сложно, мне даже стоковое сиденье зашло. По эргономике он однозначно комфортнее Tracer 9 или Tiger 800, как минимум для высокого роста. Tiger 900 примерно такой же по комфорту, это сопоставимый уровень с 1200-ми адвенчерами. Безусловно, та же мультистрада V4 комфортнее, но на сколько? На 5%? 10%? Для меня такая разница, как и разница в мощности, не принципиальна, в отличие от лишних 30 килограммов, поэтому я выбираю 900-ки. И еще по поводу уникальности мультистрады для среднекубатурного сегмента. На V2 плавающая система и центрального, и боковых кофров, что сильно гасит рыскание байка на скоростях свыше 120. На флагманских моделях этим никого не удивить, хотя и не все производители предлагают. Но среднекубатурников, чтобы одновременно плавали все кофры, кроме мультистрады, в принципе нет. Хотя очевидно, что такие байки едут ровно так же быстро, как и 1200-е. У современных мотоциклов Ducati вообще всегда лучшая аэродинамика в своих классах, они продувают каждую модель в трубе и доводят до совершенства. Хотя тут не возникало такого же ощущения стабильности, как на всей линейке V4, но это мелочи. Очевидно, тормоза на байке отличные, прогнозируемость высочайшего уровня, что сильно влияет на удовольствие от езды. Я об этом уже рассказывал, правильные топовые тормоза позволяют ехать быстрее из-за большего чувства контроля. Ты знаешь, в какой точке при каком торможении окажется мотоцикл, поэтому не оставляешь 10 метров про запас. Это не про длину тормозного пути в экстренной ситуации. По итогу я в восторге от мотоцикла, хотя и понимаю, что он подойдет не всем. Обязательно в комментариях начнут тыкать на высокую степень сжатия и фантазировать, что этот байк сложно будет в Монголии починить. Крайне невероятно в это поверить, но не все владельцы туристических мотоциклов собираются ехать в Монголию. И я не считаю мультистраду идеальной, она лучшая из имеющегося, это разные вещи. Мне нравится сочетание легкости, мощности, управляемости, комфорта и проходимости. Очень мало мотоциклов с такими характеристиками, на которых не стесняешься на какую-нибудь тропинку прыгнуть, а не только по асфальту катать. И не думаю, что мультистрада V2 будет продаваться так же хорошо, как V4. V2 дорогая, многие за те же деньги выберут что-то больше объемное даже не из-за необходимости, а из-за престижа. Чтобы купить V2, нужно быть скромным мажором, да еще и разбираться в мотоциклах. Единорога найти проще.
В России вообще без шансов. Например, сейчас на Автору висит единственное предложение мультистрада Vitus. Дороже, чем у нас новый 1300 GS в полном фарше в наличии в Москве, хотя это адекватная цена. Да, я могу вам привезти Витуса из Европы в Россию еще немного дешевле, но это все равно 2,5 миллиона. Если нужно, обращайтесь, конечно, за месяц привезу, но я на такие продажи и не надеюсь. Из Европы есть смысл заказывать новые мотоциклы более дорогого сегмента. Например, мы уже предзаказали XDAVL V4, который в Москве будет стоить 3,5. Его быстро купят, а мультистраду не факт. И насчет поддержанных с японских аукционов иллюзий не питайте. Для понимания пропорций, за последний год на аукционах продали около 90 мультистрад V4 и всего 5 мультистрад V2, хотя V4 всего на год дольше производилось. С высокой вероятностью вы в России этот лучший кроссовер ни разу не встретите.